Ну привет! Я нахожусь на полюсе холода. В Якутии, регион Аймикон. Мы приехали сюда покорять холод. Это покорители холода. И я тоже нахожусь на полюсе холода. Начинаем. Я лежу полностью в закрытом спальнике, потому что там, наверное, все минус 50. Печка потухла и просто ад. Я прилетел в самый большой регион России – Якутия, или более правильно, республика Саха. Для сравнения, территория Якутии больше Индии, при этом тут проживает меньше 1 миллиона человек. На минуточку, в Индии тем временем население 1,3 миллиарда. И мне кажется, я знаю причину такого маленького населения. Как бы тут температура зимой падает до минус 70 градусов, и сама зима длится 7-8 месяцев. В общем, регион Саха для самых морозостойких и однозначно очень любящих свою землю людей. А я приехал за приключениями. Буду жить в тайге, в палатке вместе с оленеводами Егором и Колей, главнокомандующим сенсеем Георгием Ионовичем, кстати, заслуженный путешественник России, и с Пашкой из Калины. You know, блин. Но чтобы добраться до базового лагеря, нам надо было проехать 1000 километров по трассе Колыма. Так что дорога – один из важных моментов этого выпуска. В 8 утра, Якутск. Мы выдвигаемся. Сейчас минус 25, нам надо найти минус 50. Все, поехали. Начало ледовой переправы через реку Лена. Она широченная, на ту сторону ехать примерно 3 километра. Но я смотрел, тут даже грузовики различные приезжают. Многотонны, да? Конечно, тут на 20 тонн выгружают. Лед толщиной 1,5 метра. Скучать на протяжении 1000 километров не пришлось, потому что через окно постоянно наблюдали дикую красоту. То атмосферные деревни, то поля, где пасутся табуны якутских лошадей. Кстати, они на меня произвели невероятное впечатление. Представьте, эти ребятки живут на морозе в минус 60 и сами добывают себе еду. Пасутся как дикие, но при этом они домашние. Ну и их внешний вид. Мохнатые, короткие ноги, пухлый живот. Они мне напомнили чем-то исландских лошадей. А дальше на нашем пути начались горы. Если честно, я даже не знал, что в Якутии такие красивые горы. Я думал, это что-то такое просто равнинное. И все. А здесь, оказывается, безумно красиво. Посмотрите вокруг. Вот мы уже едем несколько сотен километров. Не было даже магазинчика, ни деревни, ничего. Тупо красивая, безумно красивая природа и зима. Кайф. Колыма. Ебой. Вот эта дорога здесь сейчас в том самом первозданном виде, как ее и строил Сталин вместе с заключенными. Кто смотрит Дудя, скорее всего, узнал эту кафешечку. Помните выпуск про Колыму? Мы мимо тоже не проехали. Добро пожаловать на Кубу. Сейчас вы видите последний оплот цивилизации. Мы заправляем полные баки, даже сверх того. Ведь дальше нас ждет неделя в тайге. До ближайшего поселка от базового лагеря 40 километров. Поэтому машины забиты битком провизией. И думаю, самое время перейти к следующему важному пункту нашей экспедиции – бытовуха. Подождите, а туалет просто в лесу? Там же минус 50.
Туалет-то в лесу, но несмотря на глушь, в которую мы забрались, доступ в интернет у нас будет. Все-таки блогеры приехали. Вот это еда на все ближайшие дни. Тут, походу, будем устанавливать палаточку. У нас уже палатка готова. Уже все там прогревается вовсю. Наш быт. Как вам, ребятки? Установили все, разложились. Это мой спальник. В нем я буду спать. Здесь у нас, получается, это матрас, и он же спальник. Просто гипермощный спальник. Зацените, просто олень внутри поселился. А под этим спальником у нас еще вот такие вот оленьи шкуры. Ну и сама раскладушка. Просто топ вообще. Лакшери. Топимся мы и греемся печкой. Тут у нас подготавливается водичка на чаек. Видите, лед тает. Нормально живем. Вывезем. Я лежу полностью в закрытом спальнике, потому что там, наверное, все минус 50. Печка потухла и просто ад. Ну что, прошла первая ночь. Ребята, это было капец сложно. Реально. Потому что я замерзал. Первый раз проснулся где-то в час ночи от того, что дико хотел в туалет. И было невероятно холодно. Подтопил, уснул, сходил в туалет, вышел на улицу. Ощущение было, что там минус 50. Потому что в палатке уже было холодно. Я вышел, стал на улицу, где еще холоднее. И это было просто невыносимо. Зашел в палатку, подтопил немножечко. Уснул и проснулся уже потом где-то в 5 утра от просто дичайшего холода, потому что наша печка просто вырубилась. И опять хотелось в туалет. Опять. Короче, пришлось опять топить, но в туалет я уже не пошел, потому что это было невыносимо. Готовим завтрак. На улице Минус 48. 47 в среднем. Завтрак готов. У нас вот такие французские тосты на печке поджаренные. На ветках. Чаек English breakfast. О, ребятки, вот это жизнь! You know it? No. Yeah. Вы не подумайте, что мы только хлебными корками питались. С едой у нас было все просто шикарно. Дальше видеоряд противопоказан тем, кто голоден, потому что можно подавиться слюной. Как все у нас устроено с едой. Поехали. На каждый день у нас вот такая коробочка. Здесь у нас список идет вот суп, рыба, харта. Если бы я еще знал половину названия. Харта. Все такое в замороженном состоянии, привезено из Якутска. Загружено в такие вакуумные упаковки. А затем мы разогреваем вот тут на печке. А также иногда у нас бывают и вот такие блюда местные. Вот, собственно, заготовка на сегодняшний день. Оленина. И потом все идет вот сюда на стол. Даже блинчики разморозили и приготовили. это прессована жеребятина. Все в Якутии так едят? Только хорошие люди. О, значит, мы к хорошим людям попали, да? На десерт строганина. Оп. Берем строганину, значит, далее. Правой рукой. Правой рукой обязательно. Макаем. Можно я тоже покажу? Соевый соус. Соус. Опа. Есть еще один нюанс. Так. Значит, у нас есть такой на севере поговорка-присказка, что есть еще один ингредиент обязательный к строганине. Сырую рыбу и мясо у нас на севере без водки едят только собаки. Вот. Значит, я собака. Да. А сейчас у нас добыча дров. На самом деле за одну ночь, за один день
сжигается просто целая тонна дров. И постоянно приходится что-то пилить, искать, чтобы не замерзнуть. Ну а еще, как наш сенсей Георгий все время говорит, лучшая борьба с холодом – движение. Это программа «Сдохни или умри». Мы сейчас находимся в тайге. Зима. За бортом минус 52. Нам нужно сбить сучья. Для того, чтобы потом спать хорошо в тепле. Поехали. Наш главный препарат для выживания – спорта. Ты, наверное, думаешь, о, блин, блогер хренов. Таскаешь, тут рубишь за него, он все снимает. Улус, в котором расположился наш лагерь, называется Эймикон. Это место известно тем, что тут один из полюсов холода нашей планеты. Температура зимой может упасть до минус 70, а летом подняться до плюс 30. Вот это я понимаю резко континентальный климат. И при всех суровых условиях тут на постоянной основе живут люди. Таких мест в мире единицы. Но одно из самых удивительных явлений региона – вот такие никогда не замерзающие ручьи. Эймикон в переводе с местного языка, с якутского, незамерзающий. Представьте, это самая холодная точка Якутии, и при этом переводится как незамерзающий. Все благодаря вот этим ручьям, которые не замерзают здесь по всей земле. Ойме называются такие места. Именно температурные показатели вызвали у меня интерес к этой поездке. Мы каждый день в 6 утра отправлялись на снегоходе или пешком за 2 километра от лагеря до будки с термометрами. Это наш интернет, техническая палаточка. И вот такая вот будка с термометрами там внутри. Вот сюда мы ходим каждое утро, чтобы измерить температуру. Мы надеялись как-нибудь ощутить на себе хотя бы минус 65, но не повезло. Глобальное потепление, ёшкин кот, всего минус 54. Ну хотя бы эти ребятки не так сильно мерзли. Да ладно, на самом деле северные олени уникальные животные. Для них большая проблема на морозе не замерзнуть, а перегреться. Да-да, перегреться. Их организм, в частности шкура, имеет свойство удерживания тепла, как термос, а вырабатывается тепло при движении. В общем, они тут в своей тарелке, ну и в тарелке оленевода. Кстати, оленевод Егор решил нам устроить тест-драйв на оленях упряжках. Ну что ж, погнали. Что у нас здесь такое? Камера, живи. Так, таежные приключения продолжаются. И у нас сейчас задача собрать оленей. Опережая ваши вопросы про бревна на шее оленя. Это для того, чтобы они далеко не убежали. Хотя и это не всегда помогало. Ну давай, расскажи на всю страну про работу оленевода. Ты мне сегодня рассказывал. Теперь на камеру. Какая зарплата? Может, люди захотят поехать подрабатывать? На заработки. Сколько платят? 20. 20 тысяч. А сколько стоит кока-кола пол-литра здесь в магазине? Пол-литра? Пол-литра. Ну, литр давай. Литр 100 рублей, наверное. 100 рублей. Вы поняли, да? Зарплаты здесь такие же, а цены в 2 раза выше. Небольшое уточнение. Зарплата у тех, кого нанимают. Если же это ваш бизнес, то там немного другие суммы. Мой лимузин подъехал. Стоимость одного оленя примерно 30 тысяч рублей. А у оленеводов пастбище примерно 1000 голов. А бывает и по 2000. Ну что, ребятки, пришло время прокатиться с ветерком. О-ха-ха! Так быстро! Я не ожидал. Нифига себе! Если честно, немного холодно.
потому что как бы минус 50, ветер в лицо. И, кстати, вы понимаете, что еще и замерзла моя техника. У вас, наверное, уже давно назрел вопрос, как этот дрон летает в минус 50, и вообще, выжила ли моя камера после поездки? Зацените, ребят, чтобы в такой мороз снимать, вот Паша тут придумал комплектацию. Поролончик внутри, у нас там внутри грелочки, здесь закрывается все. А я еще модифицировал, микрофончик сюда прорезал и по штатив дырочку. Нормально, вывозим? Сразу скажу, вся техника жива. И дрон, и камера, объективы, все без проблем. Единственное, телефон теперь у меня новый. Итак, по порядочку. Та штука, которую я вам сейчас показывал в видео, мы ее просто не использовали, потому что столкнулись с определенными проблемами. Запотеванием, собирался там конденсат, и через нее абсолютно ничего не видно. Также очень было сложно снимать, засовывая туда руки, управляя зумом, нажимать спуск, прям вот супер некомфортно. И поэтому буквально на второй день мы ее отложили и снимали просто на камеру. С какими трудностями вообще мы столкнулись в поездке с техникой? Первое, давайте начнем с камеры, самое важное. На таком морозе очень замерзает сам зум. Вот это кольцо, оно просто начинает туго работать. И также это касается и автофокуса. Возможно, при таком морозе фокус может мазать. Что касаемо жидкокристаллического экрана, он замерзал. Просто появлялись какие-то полоски, он чернел и так далее. Можно было пальцем вот так вот отогревать его, и он приходил в норму. Но также нормальный способ снимать через видоискатель, классический вариант, и вообще никаких проблем. Единственное, снимая через видоискатель, вы дышите, и конденсат собирается на камеру, и она, знаете, превращается в такую льдышку. Также после съемки на морозе камера очень сильно замерзает, она покрывается льдом, и нельзя ее заносить в теплое помещение. Поэтому желательно и вообще очень важно засовывать в рюкзак еще на улице, и потом уже заносить в помещение, чтобы потихонечку она отогревалась в рюкзаке. И тогда с вашей камерой будет все окей. По поводу аккумулятора на камере. Вот он, видите? Работал без проблем. Камера вообще не выключалась. Хоть, не знаю, хоть целый день снимай, и никаких проблем. Так что это камень в огород тем, кто говорит, что Sony очень неустойчивый к морозу. Как показала практика, съемка на дрон — это самый комфортный вариант съемки в такой мороз. Запустил дрон и сидишь себе в палаточке, управляешь им, а он там летает и снимает все. Но все знают, что батарейки на дроне — это самое слабое место, поэтому всегда, когда вы летаете в холод, неважно, минус 10 это или минус 54, батарейки нужно хранить в тепле. Не знаете, засовывайте ее под мышкой, либо храните где-то в машине возле печечки, либо в палаточке, и прям перед взлетом вставляете батарейку и полетели. Нельзя доверять приложению, а то есть показателям уровня батарейки. Лучше возвращаться примерно за 30, максимум 20% остатка батареи, потому что если она высадится, она просто вниз упадет. Слабое место у дрона — это подвес. Вот это та штука, на чем камера болтается. При таком морозе шлейфы замерзают, и камера начинает вот так вибрировать. Вы, возможно, видели в аэросъемке в этом видео, как изображение вот так вибрирует. Все именно из-за этого. Но я думаю, что это на Mavic 1 такая проблема. Не факт, что на Mavic 2 вы с ней столкнетесь, потому что там подвес более массивный, более такой устойчивый. А здесь, видите, такая вот болтушка. И, естественно, он просто не справляется. Ну и новый телефон. Возвращаясь к теме телефона. Да, мне пришлось купить новый телефон, но это не из-за Якутии. Сразу после Якутии я поехал в Австрию, прыгнул, как всегда, в бассейнчик, чтобы поплавать, поснимать сторисы под водой, вылез, и мой телефон сдох. Все. Вода была везде, вот здесь, вот здесь. Просто он отключился и больше не включался. Скорее всего, я думаю, что именно из-за морозов якутских вот эта прослойка, проклейка, которая влагозащитная, она перестала защищать от воды этот телефон. И прыгнув в воду, он сдох. Вывод. Снимать на морозе можно, хоть минус 50, хоть минус 60. Техника живет, техника работает, техника летает. Но важно всегда хорошо готовиться к съемке, так и после эксплуатирования техники. Никаких контрастов, всегда будьте начеку. Возвращаемся в минус 50. Сенсей заставляет нас жить в снегу. Что выпиливаем? Снежный домик, иглу. Наш сенсей уверяет, что там будет теплее, чем в палатке. Ха-ха, так и поверили.
Но строить его и правда было очень тепло. Вы же помните, лучшая защита от холода – движение. Выпиливаем вот такие вот кубы, из которых будем строить Не кубы, а трапеции. трапеции. Трапеции нужны для того, чтобы блоки становились клином и держали друг друга. Очень важно, как первый кирпич ляжет, так и дом будет. Постепенно должен сужаться Ага. по кругу. Как бы полушар должен получиться. Тут полушар. Получится. Как видите, для постройки иглу мы собрали весь снег в округе, который только может быть. Тут уже просто земля голая. Вот что у нас получилось за 2 часа работы. Выпиливаем вход. Тук-тук! Anybody home? Вход в иглу должен быть маленький очень, чтобы оттуда воздух не выходил. Вот такая вот мышиная нора, как из мультика Том и Джерри. Опа! Пошел! Да! Опа, и уже дома! Финал все ближе и ближе. Уже начинаем украшать парадную. Сейчас сенсей наводит марафет, срезает лишние детали. О! Да вы просто актер Болливуда. Вам бы в индийских фильмах сниматься. Строили, строили и достроили. Так, ну что, заходим. Кто первый? Я думаю, выживем. По-другому никак. Да, по-другому никак. Как же еще быть? Надо выживать. Смотри, какой интерьерчик. Шикарно. Но жить в нем мы все же не решились. Лучше в палатке с печкой. Не буду скрывать, но через 6 дней без душа, туалета и адекватной температуры на улице я немного подустал. Давай, начинаем видеоблог. Видеоблог бомжары. Привет. Я не мылся уже 7 дней. Мне очень плохо. Ты реально похож на бомжару. Реально. Вид соответствующий. Апартаменты бомжара. Мои ногти видели вообще? Видели эти ногти? Черные. Длинные. Тут свечи, все здесь конкретно. Все здесь хорошо. Приют для бомжей. You know? Ногти чищу, видишь, корой от дерева. Причем это не шутка. Только вот от этой усталости я получил невероятный заряд эмоций, воспоминаний на всю жизнь и просто дико крутой жизненный опыт. Якутия однозначно займет почетное место в личном топе приключений. А покорил ли я холод? Да конечно. Вы попробуйте в минус 54 наложить кучу в тайге. Я лично смог. И не раз. Забрался специально на самый верх горы, чтобы попрощаться с вами. Друзья, максимальная температура, которую мы застали, была минус 54. К сожалению, нам не удалось достать минус 60, минус 65. Но может быть это и к лучшему. Вернемся сюда еще раз. Или может быть благодаря этому я и выжил. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока! Кстати, да, чуть не забыл. Путешественник — это не тот, который где-то там, далеко. Путешественник, он живет вот здесь, в вашем сердце. Как можно больше путешествуйте и получайте максимальные эмоции.